секрет, что в большинстве случаев жизненный цикл серийной модели автомобиля начинается с создания демонстрационного концепта. А первым настоящим концептуальным автомобилем считается Buick White Job, о котором на нашем канале уже был выпуск. Спроектированный легендарным джемовским дизайнером Харли Эрлом в 1938 году и являясь первым в своем роде, White Job оказал серьезнейшее влияние не только на какую-то отдельно взятую серийную модель, но и на всю линейку легковых автомобилей General Motors. В общем-то, именно корпорация General Motors в начале 50-х и ввела практику предварительной демонстрации выставочных прототипов, которые затем превращались, либо по тем или иным причинам не превращались в серийные модели. И впоследствии эту практику подхватили практически все мировые автостроители, в том числе известный джемовский конкурент – Ford. У легендарного «Мустанга» тоже был свой прототип. Небольшой двухместный родстер под названием Ford Mustang 1, представленный в 1962 году. Его главной отличительной особенностью, помимо дизайна с открытым верхом, являлся двигатель. 109-сильный четырехцилиндровый V-образник объемом всего в 1,5 литра. Этот двигатель был расположен между сиденьями и задней осью, что превращало Mustang 1 в среднемоторный автомобиль. Также не секрет, что серийный Mustang, дебютировавший под знаком 1964,5 модельного года, не имел практически ничего общего с концептом Mustang 1, кроме имени. Ведь он был построен на традиционной заднеприводной передней моторной архитектуре Ford Falcon. Mustang стал рыночным хитом в буквальном смысле за одну ночь, о чем я уже рассказывал в соответствующем выпуске. И этот грандиозный успех позволил Форду приступить к работе над новой моделью двухместного дорожного спорткара, который смог бы конкурировать с GM-овским корветом. Корвет хоть и не продавался большими тиражами, но выступал имиджевым лидером для корпорации General Motors, символом ее тотального превосходства на американском рынке легковых автомобилей. И Форду, естественно, нужна была такая же модель. Для создания собственного имиджевого лидера фордовцы вспомнили про оригинальный концепт Mustang 1 и его среднемоторную компоновку. Ведь именно ее Зора Аркуздантов всегда хотел использовать на корвете, но так и не смог реализовать свою идею на практике. А значит, у Форда имелся реальный шанс первым занять нишу среднемоторных спорткаров в Америке. В марте 1966 года фордовский департамент передовых концепций получил от руководства приказ на запуск программы по созданию дорожного спортивного автомобиля, который также смог бы квалифицироваться для участия в американских гонках группы A-Production и международных соревнованиях группы GT3. Спустя некоторое время после запуска эта программа получила официальное обозначение Mach-2. И, разумеется, она началась с создания концепта, предназначенного как для оценки реакции публики, так и для технических исследований и дорожных тестов. В 1966 году у Форда уже имелась среднемоторная модель GT40, сумевшая заткнуть за пояс Феррари в 24-часовой гонке Ле-Мана. Однако это был брутальный гоночный болид, совладать с возможностями которого смог бы далеко не каждый потенциальный покупатель. Обычно в этот момент новички имеют обыкновение ходить под себя. Это не та машина, которой можно управлять без спецподготовки. Никаких сомнений. Чтобы конкурировать с корветом, нужна была более изысканная и стильная модель, которая к тому же в целях сокращения издержек должна была использовать максимально возможное количество уже имеющихся компонентов из серийного арсенала Ford. Были даже рассчитаны конкретные цифры. Годовое производство от 1000 до 1500 экземпляров. Старт производства не позднее 1968 года. Стоимость сборочной линии 250 тысяч. Рекомендованная цена не более $7500. А это, между прочим, почти 7 миллионов рублей в пересчете на современные цены. В качестве основы для проекта Mach-2 была выбрана платформа серийной версии Mustang с колесной базой в 274 см и 4,7-литровым 289-м двигателем V8 серии High Power, присоединенным к 4-ступенчатой механической коробке передач.
Официальная мощность двигателя составляла в то время 315 лошадиных сил с крутящим моментом в 451 ньютон-метр. Среднемоторная компоновка подразумевала расположение багажного отсека в передней части кузова, запасного колеса и бензобака сзади. В такой конфигурации гражданская версия модели должна была весить не более 1200 кг, а гоночная не более 1090. Чтобы достигнуть запланированной массы, кузов машины сделали из стеклопластика, использовав при этом некоторые стандартные мустанговские компоненты, такие как оба бампера. Кроме того, были установлены нерегулируемые сиденья, но для удобства водителя использовался регулируемый педальный блок. Спереди Мак-2 получил перенастроенную подвеску от стандартного Мустанга, тогда как сзади использовалась независимая многорычажка с регулируемыми амортизаторами Кони, позаимствованная у того самого оригинального прототипа Мустанг-1. Всего было построено 3 прототипа Мак-2, в том числе один нефункциональный макет. Все они отличались друг от друга некоторыми деталями оформления кузова, а функциональные варианты имели незначительные технические различия и использовались для апробации тех или иных компонентов. После ходовых испытаний департамент передовых концепций пришел к выводу, что гоночная версия Мак-2, обозначавшаяся как Мак-2A, в случае запуска в производство сможет квалифицироваться для гонок A-Production и при условии использования более мощного 351-го двигателя будет превосходить по своим динамическим характеристикам 427-е корветы. 351-й 5,8-литровый малый блок V8, получивший имя Кливленд, на тот момент находился на финальных стадиях разработки и должен быть запущенным в производство в 1969 году. Спецификации будущего гражданского среднемоторного спорткара Ford с внутренним индексом Мак-2B были полностью финализированы к осени 1967 года. Серийная модель должна была получить официальное имя Mustang Mach-2, и по этой причине ее дизайн был более близок к обычным мустангам. Модель должна была использовать 351-й Кливленд взамен оригинального 289-го и 5-ступенчатую трансмиссию CDEV вместо 4-ступенчатой. Также в стандартную комплектацию должен был войти дифференциал повышенного трения, кондиционер и AM/FM радио. Предполагаемая розничная цена автомобиля должна была составить $4300, что хоть и было на 1,5 дороже аналогичного корвета, но зато почти в 1,5 раза дешевле изначально прогнозируемой цены. Но до сборочного конвейера Mustang Mach-2 так и не добрался. И причина этого была до безобразия проста и банальна. Мак-2A и Мак-2B были построены на платформе мустангов 67-68 модельных годов. А к 69-му и 70-му инженеры Ford уже подготовили обновленную мустанговскую архитектуру, которая потребовала бы достаточно серьезной модификации, чтобы использоваться на Мак-2. Продолжать производство старой архитектуры 67-68 годов для того, чтобы выпустить несколько тысяч Мак-2, не имело смысла с финансовой точки зрения, и проект в конце концов так и не получил зеленый свет на запуск в производство. Его вернули в департамент передовых концепций для дальнейших доработок. И на этот раз инженеры решили не допускать той же ошибки с таймингом и сразу взять за основу не грядущую архитектуру 69-70, а еще более новую мустанговскую платформу 71 года, работа над которой только-только начиналась. Так на свет появился второй макет Mustang Mach-2B, в дизайне которого его создатели попытались предугадать стилистику серийной версии Мустанга из нового десятилетия. И попутно исследовалась возможность применения на Мах-2 больших фордовских блоков объемом в 429 дюймов или 7 литров, способных развивать более 400 лошадиных сил и более 600 ньютон-метров. Напомню, что в конце 60-х детройтские мощностные войны были в самом разгаре, и Ford, так сказать, был просто обязан продемонстрировать на новой модели всю свою боевую мощь. Но и из этой затеи ничего не вышло, потому как среднемоторная компоновка не позволяла использовать существующие трансмиссии совместно с 429-м блоком, а на разработку полностью новой коробки, согласно подсчетам, потребовалось бы $11 миллионов, что было непозволительной роскошью даже по фордовским меркам. В конце концов, возникла идея использовать на Мах-2 новейшую архитектуру Delta, разрабатывавшуюся для компактной модели Maverick, о которой на нашем канале уже было видео.
И уже на ее основе в начале 1969-го был подготовлен прототип Mach 2C. Его дизайн был разработан Ларри Шинодой, который когда-то вместе с Биллом Митчеллом и Зорой Аркус-Дантовым создавал корветы, но в 1968 году перешел работать в Ford. К сожалению, о технических особенностях Mach 2C сегодня мало что известно, кроме того, что он был нефункциональным прототипом, хотя и имел двигатель. Предполагается, что инженеры департамента передовых концепций так и не сумели найти подходящую для 429-го V8 трансмиссию, и по этой причине Mach 2C так и не добрался до стадии дорожных испытаний, а серийный среднемоторный «Мустанг» так и не появился на свет, навсегда оставшись еще одним нереализованным проектом на базе «Мустанга», таким, к примеру, как двудверный универсал Shooting Brake или Mustang Milano GT. Впрочем, все не так уж печально, как может показаться. Мало того, что имени Mach нашлось таки применение в форме пакета опций для Мустанга, предлагавшегося с 68 по 73 год, так и идея среднемоторного спорткара на фордовских компонентах в определенной степени все-таки была реализована на практике. В 1971 году дебютировала модель De Tomaso Pantera, в судьбе которой Ford сыграл далеко не самую последнюю роль, о чем я уже рассказывал как-то раньше. В заключение стоит добавить, что фордовский департамент передовых концепций был ответственен за проектирование и разработку прототипов Mach 2, а вот их непосредственным строительством занималась инжиниринговая компания CarCraft из Брайтона, штат Мичиган, которая давно и успешно строила для Форда различные прототипы и концепты. И именно компания CarCraft получила в распоряжение все прототипы Mach 2 после того, как они отъездили по выставкам и программа была свернута. Доподлинно известно, что CarCraft уничтожила все прототипы Mach 2, кроме одного. И поэтому в среде американских автоэнтузиастов все еще ходят слухи, что красный среднемоторный Mustang Mach 2 до сих пор пылится в одном из гаражей в районе Детройта и терпеливо ждет, пока его обнаружат охотники за автомобильными реликвиями.